На самом деле, на нашей планете нет ни одного взрослого человека, который бы никогда в жизни не пробовал кофе. И нужно сказать, вокруг кофе идут определенные споры. Некоторые исследователи говорят, что кофе – это напиток крайне нежелательный, он вызывает и зависимость, и повышает давление, и вредит здоровью и так далее. Другие исследования говорят напротив, что кофе улучшает состояние нашего организма и даже продлевает жизнь. Вы спросите, и как в этом во всем можно разобраться? Нужно сказать, что кофе действительно не такой простой продукт, как, например, морковка, у которой практически только польза. И у кофе есть определенные плюсы и минусы. А что все-таки произойдет с нами, если мы будем пить кофе каждый день? Какой эффект может оказать все это на наш организм? Эффект будет крайне интересный и не всегда однозначный, так что досматривайте ролик до конца. Будем разбираться. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наших новинок. Итак, пункт номер 1 – это наша сердечно-сосудистая система. Вот тут все неоднозначно. Если мы будем регулярно пить кофе, то в некоторых случаях это может вызвать повышение артериального давления, а в некоторых случаях ничего не вызывать. Тут все зависит от нашей индивидуальной переносимости. Исследования показывают, что действительно у каких-то людей от кофе артериальное давление растет, а у других и вовсе нет. В принципе, это довольно просто измерить. Лично я сам проводил такой эксперимент, мерил давление в покое при помощи домашнего тонометра, потом выпивал чашечку довольно крепкого кофе и через час мерил давление повторно. Лично у меня никакого повышения давления не произошло, но есть люди, у которых это происходит. Если давление 130 или выше, это уже состояние фактической гипертонии, и это, конечно же, вредно и крайне нежелательно. Поэтому, если кофе вызывает у вас такой эффект, то вам его пить регулярно и много не рекомендуется. А если все-таки ничего не вызывает, то значит проблем у вас нет. Это просто нужно исследовать и понять в своем конкретном случае. Далее, следующий эффект – это воздействие на нашу нервную систему. Вообще говоря, кофеин – это, возможно, один из самых сильных разрешенных стимуляторов центральной нервной системы. Он действительно вызывает привыкание. У него действительно есть абстинентный синдром, то есть синдром отказа. Это когда мы поупотребляли много кофеина, миллиграмм так по 500 каждый день, а потом резко отказались. У нас действительно будет такая легкая ломка. Кофеин может повышать нашу концентрацию, это факт. Может повышать нашу работоспособность, помогать справиться со сном, если мы, например, работаем на ночной смене, либо готовимся к экзаменам. Он действительно может улучшить наши когнитивные способности, поднять нашу выносливость и так далее. Но опять же, у всего у этого есть обратная сторона, потому что всякий раз, когда мы стимулируем нашу нервную систему, мы, образно говоря, берем у нее в долг. Потом этот долг придется возвращать, потому что энергии в нашей нервной системе ограниченное количество, и от того, что мы вбросили в нее стимулятор, энергии больше не стало. Мы просто из внутренних резервов высвободили временно немного энергии, таким образом повысили нашу работоспособность. Потом наступит определенный откат, и, проще говоря, придется возвращать долги. Например, исследования показали, что у наших нервных клеток существует определенный резерв примерно 20% того напряжения, которое они придерживают, которые в обычной нормальной жизни они не используют. Вот этот ресурс 20% можно достать при помощи определенных веществ. Например, хорошей дозы кофеина. Так что тут есть и плюсы, и минусы, в зависимости, как вы это используете. Если вы пьете кофе с утра, это помогает вам проснуться, взбодриться. В течение дня вы много чего успеваете, а ночью хорошо спите, то все замечательно. Но есть и другая ситуация. Когда человек пьет по 5 чашек кофе в день, он уже весь на нервах, у него повышенный пульс, очень плохо спит по ночам и даже не догадывается почему. А большой избыток кофеина очень здорово может подкосить качество нашего сна. Он может стать раздраженным, и вот такому человеку действительно кофе надо бы ограничивать. Интересный факт, доказанный экспериментально. У 80% людей кофеин повышает работоспособность, у оставшихся 20% кофеин не вызывает никакого эффекта, а наоборот, вызывает успокоительный эффект. То есть, как это ни странно, примерно от 5 до 10% людей, выпивая чашку кофе, наоборот, могут себе спокойно заснуть. Это им даже легкое снотворное. Звучит странно, но вот такие вот мы разные. И именно поэтому с кофе все вот настолько неоднозначно. И идем дальше. Следующий момент – это воздействие кофе на наш желудочно-кишечный тракт.
Вот здесь, друзья, надо сказать, воздействие не очень хорошее. Употребление кофе значительно повышает выработку нашего желудочного сока. Поэтому, если мы периодически страдаем от изжоги, если у вас гастрит, не дай бог еще язва желудка или рефлюкс пищевода или боли в желудке, то в таких случаях, конечно же, кофе нужно ограничивать. Как и в целом, кофеин таким людям не рекомендуется употреблять. С утра натощак не рекомендуется запивать кофе сытный прием пищи. Гораздо лучше, если мы выпьем его часа через 2 после завтрака. Хотя, опять же, у некоторых людей в этом отношении нет никаких проблем, и кофе не вызывает никакой изжоги. Все опять индивидуально, поэтому лучше знать все нюансы своего организма. Следующий пункт – это кофе и онкология. Вот тут шли целые дебаты. Очень большое количество исследователей задались вопросом о кофе. Вызывает он рак, либо наоборот предотвращает его, либо никак не влияет. Исследований было проведено огромное количество. Одни исследования говорили, что вызывает, а другие говорили, что предотвращает. Разобраться во всем этом было крайне сложно, но впоследствии был проведен довольно внушительный метаанализ, когда ученые берут большое количество разных исследований и сопоставляют все эти данные, чтобы сложить уже какую-то целостную общую картину. Из всего этого метаанализ показал, что в большинстве случаев кофе чаще предотвращал рак, чем вызывал его. Таким образом, получается, что пить кофе немного даже полезно. Были исследования о продлении жизни. Есть основания полагать, что употребление кофе также увеличивает и продолжительность жизни. Но опять же, очень важно сказать про дозировку. Если уж мы и пьем кофе, то необходимо придерживаться умеренных дозировок кофеина. Что такое умеренная дозировка? Это до 250 мг в сутки, а это значит примерно 2 чашки кофе средней крепости. Плюс продолжительность варки кофе тоже очень сильно влияет на то, сколько в конечном продукте будет кофеина. Все это довольно усредненно и ориентировочно, потому что при употреблении свыше 250 мг в сутки у большинства людей уже начинает вылезать определенная побочка. Это может быть желудок, нервное перевозбуждение, сердечно-сосудистая система, а также со стороны печени, почек, щитовидки и иммунной системы. Но до 250 мг кофеина, как правило, побочных эффектов не возникает. В последнее время появляются такие продукты, как кофе без кофеина. И это, надо сказать, такая находка для тех, кто не хочет слишком много употреблять кофеина. Более того, сейчас даже вовсю продается и чай без кофеина. В конечном итоге получается, что реакция на кофе у каждого человека индивидуальна. У кого-то от кофе может заболеть живот, подняться давление или просесть иммунитет. А у кого-то ничего этого не происходит, и он только почувствует прилив сил и проживет еще и дольше. Так что тут необходимо прислушиваться к нашему организму, следовать умеренным дозировкам, о которых я только что рассказал. И все будет хорошо. Кстати, друзья, а какой кофе вы пьете? Любите этот напиток? Может быть, вы кофеман? Расскажите о вашем опыте в комментариях, будет интересно почитать. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте оставить комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!